Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня наше видео будет посвящено моим находкам, а именно шоурумам украшений в одной известной вам сети. Прошлое видео было о трендах, о том, что сейчас модно, что сейчас актуально, к чему стоит присмотреться. А сегодня наша задача, во-первых, познакомить вас с брендами, потому что это реально очень классные украшения, очень классная философия лежит в их основе. И помимо того, что я сегодня вам покажу, там огромный ассортимент, думаю, что-то интересное себе присмотрите. И, конечно же, второе, скоро праздники, я думаю, всем актуально что-то присмотреть на подарок, и я надеюсь, что мое видео вам понравится, и вы сможете прикупить что-то приятное для дорогому вашему сердцу человеку. Поэтому, если вам интересно, то подписывайтесь, смотрите первую часть, если вы еще не посмотрели, там больше украшений, взято в пример, да, на основе которых я рассказываю, а здесь уже так поконкретнее. И давайте смотреть. Первый бренд, который стал для меня буквально открытием прошлого года, это, конечно же, бренд Starcult. Этот бренд из Екатеринбурга, мне кажется, многие о нем уже слышали, потому что они буквально захватили эту землю своими очаровательными, прекрасными сердцами, которые я тоже в прошлом видео показывала вам как пример тренда активных кристаллов. Честно говоря, наверное, прославились они за счет этого сердца, потому что я тоже изначально увидела таргетинг в одной сети, конкретно этого сердца, и я такая, блин, это так красиво, но я не вот так себя плохо представляю с этим украшением, потому что оно такое массивное, а мне казалось, что я не ношу массивные украшения, и тогда для меня это было огромным открытием, что, оказывается, массивные украшения идут всем, и они так сильно украшают, и настолько придают уверенности, силы, и вы вообще чувствуете себя просто невероятным в этих украшениях. И Starcult — это как раз-таки про, на мой взгляд, доступные камни. Первая, да, какая история, которая прослеживается, потому что там очень много массивных камней Сваровски. Это оригинальные камни Сваровски, и в чем еще уникальность этого бренда, что они в свое время успели закупить эти камни, сейчас их действительно практически не найти, потому что Сваровски больше не производит камни для рукоделия, ну, для того, чтобы вы сами, да, что-то изготовляли, поэтому бренд решил, что они будут делать уникальный номер. Это у меня еще, кстати, одно из самых первых, вот на примере этого, да, можно посмотреть, что у каждого украшения есть звездочка с брендом и с уникальным номером вашего украшения. Потому что действительно это что-то, то, что уже будет сложно повторить, совсем скоро, к сожалению, вообще уйдет. И бренд, как я поняла, ищет замену своим камням, чтобы они были настолько же прекрасные, яркие и многогранные, как камни Сваровски. Но сейчас еще есть возможность заглянуть туда и посмотреть что-нибудь для себя. И я начала свое знакомство, конечно же, с этого сердца. Оно мне показалось просто очень красивым. Я очень долго думала, какой же цвет я хочу, потому что вот есть вот этот самый, мне кажется, один из знаменитых, который нас к какому-то Титанику, да, отправляет ко всему этому романтичному, красивому, и ты сразу такой: Джек, не умирай, Джек. Вот, но там есть еще и другие варианты, то есть есть вот этот вариант, есть вариант розового сердца, есть такое прозрачное, да, как будто бы серебристое, и я решила пойти по классике, подумала, что синий, наверное, мне больше подойдет, хотя, честно, я так хочу сейчас розовое сердце, просто невероятно, и я себя сдерживаю, потому что мне кажется, что у меня есть буквально все от этого бренда. Я сегодня покажу вам мои прям самые-самые-самые фавориты, но у меня очень много всего остального. Я помню, я вижу, вы мне постоянно пишете, спрашиваете, что это за украшение, чаще всего, когда я в Старкульте, поэтому я обязательно сниму еще отдельно на видео, мы посмотрим вообще все, что у меня есть, чтобы так вот всем, кому интересно, огромные кристальчики, оставались со мной, подписывались, если еще не подписались, то что мы еще эту тему с вами поднимем. О бренде. Бренд из Екатеринбурга, камни, как мы сказали, Сваровски. Сейчас из-за того, что усложняются многие процессы производственные, потому что фурнитура становится менее доступной и всем прочим, бренд, как я понимаю, переходит на полноценное самопроизводство. Да? То есть сейчас они стремятся к тому, чтобы полностью это производить на территории России, и там детально все настолько разработано, что просто создательницы бренда делятся тем, как они, не знаю, показывают модели своих колец, как они разрабатывают новые формы и все прочее. То есть там действительно ручная работа на всех этапах, все очень тщательно проверяется. Я знаю, что особое внимание в целом, вообще у бренда философия просто потрясающая. Говорить о том, вот, о силе женщины, о том, как она должна чувствовать себя в этих украшениях, нести себя в украшениях и всем прочим. И еще особое внимание, конечно же, уделяется теме здоровья. Там все сплавы абсолютно безопасные, без примесей. Я знаю, что у меня есть видео про украшения с Алиэкспресс, и вы многие любите, но бывают люди, которые очень осторожно к этому относятся, у которых аллергические реакции появляются и все прочее. Здесь все очень натурально. Здесь все, в общем, заботой о вас сделано, поэтому можете покупать и не переживать. Соответственно, фурнитура все тоже очень качественная, очень хорошая. Могу сказать, что только единственное, немножко сзади, когда
лето, пот немножко теряет свой блеск, свой глянец, но мне посоветовали средства, которые нужно обработать. Честно, мне еще не дошли руки, поэтому я не проверила, но все равно, несмотря на то, что это бижутерия, и у них даже на сайте сказано, что там бижутерия в течение 3 лет, как бы это, она и стоит подешевле, чем настоящая, да, там ювелирка, вот, но тем не менее, я могу сказать, что у меня отлично все носится, я и люблю на голое тело, и когда жарко, все это трется, и нормально себя ведет. Соответственно, это сердце, мне кажется, просто must-have, оно очень красивое, и я прям советую вам посмотреть, и насколько бы вы не были консервативны, я столько видела образов, и во все она так красиво вписывается, мне кажется, очень-очень красивое сердце. Потом к нему в довесок я уже купила чокер, причем, что самое интересное, я когда изначально увидела этот чокер, я его не поняла. Ну, то есть, как, он мне понравился, но я подумала, что, ну, как цветной чокер. Окей. Ну, я такая думаю, я хочу что-нибудь другое. Но потом я как поняла, я просто поняла, что я очень хочу себе этот чокер. Конечно, я потом другого цвета приобрела. Я думаю, вы знаете, если смотрите мои видео. Но я тоже начала с синего, чтобы он был в тон моему сердцу. Потому что вот этот камень, вот этот камушек, он абсолютно такой же, как наше сердце. И это красиво все перекликается. Мы чокер можем носить вместе с сердцем, либо непосредственно отдельно. Все это тоже очень красиво смотрится. Если у вас несколько цветов, вы можете носить там и зеленый, розовый, вот синенький, вы можете носить вместе, я не знаю, и синий чокер, и розовый. В общем, я не знаю, мне один раз моя подруга дорогая сказала, что ей кажется, что немножко too much, когда и чокер, и колье, а мне кажется, что прекрасно, просто потрясающе. Мне очень нравится, как смотрится, у меня еще есть серьги в тон, ну, мы в отдельном видео посмотрим, потому что я, честно говоря, еще одно колье принесла, но, наверное, остановлюсь на этом, потому что иначе будет видео только про Старкульт, а мы как бы тут про всех хотим поговорить. Вот, поэтому у меня еще есть серьги в цвет, я редко ношу прям полностью комплект, но, например, можно чокер и серьги, то есть это все очень красиво, серьги вообще, кстати, там достаточно демократичной цене, если мы говорим про маленькие, но про еще одни серьги фавориты от них я не могу не сказать, потому что это тоже, мне кажется, одна из визитных карточек этого бренда, это вот такие красивые кристаллы, ну, как это камни Сваровски, да, с невероятной огранкой, и они очень-очень красивые, они вписывают вот во все образы, то есть если вам кажется, что это слишком массивно, вы можете действительно что-то такое простое, пиджак, коктейльное платье или что-то еще, и вот эти серьги, потому что они невероятно красиво сияют, они большие, но они комфортно очень ощущаются на вашем ушке, ухо не устает, у меня не было вообще никаких негативных реакций, ничего плохого сказать не могу. Давайте я, наверное, одну серьгу свою сниму и покажу вам, как смотрятся эти серьги, но, честно говоря, мне кажется, вы точно их узнали, потому что я почти в каждом видео сижу в этих серьгах. И что удивительно, эти серьги стали каким-то невероятным бестселлером за последнее время, и всегда на них просто выстраивается огромная очередь, я вечно вижу эти оповещения в нашем Нельзяграме, что вот, открылся предзаказ, бегите, покупайте, там действительно их в наличии очень сложно поймать. Вот, поэтому мне кажется, вот эти серьги тоже могут служить отличным подарком. На 8 марта, на день рождения, на какой-то еще праздник, потому что они буквально каждому, мне кажется, понравятся, звучат очень красиво, и вот что про них могу сказать, они вообще не потеряли в своем качестве, да, как я их ношу постоянно. Может быть, сейчас уже реже, но изначально, когда только их приобрела, я постоянно была в них, потому что они очень красивые. И на видео, на фотографиях мне постоянно все пишут, что это такое. То есть эти серьги, правда, прям вот must-have-чик, я вам советую, тем более там цена, если сердце, например, оно может для кого-то показаться дорогим, потому что там действительно не самая дешевая цена, но тут и фурнитура хорошая, и камни уникальные, поэтому здесь каждый принимает для себя решение. Но, например, вот эти сережки, там есть еще, кстати, дешевле, поменьше диаметр камня, они вообще достаточно доступны, мне кажется, если вы там смотрите кому-то подарок. Поэтому Старкульт — это просто моя любовь, передаю вам огромные приветы, если вы меня смотрите, и спасибо огромное за такое хорошее отношение к потребителю. У них все очень клиент-ориентировано, на связи 24/7, высылают видео украшений перед тем, как отправлять. В общем, посмотрите, я думаю, что-нибудь вам понравится, потому что, правда, бренд очень-очень достойный. А мы с вами переходим на другой бренд. Напишите, кстати, если вам нравится украшение Старкульт, потому что я помню, у меня был комментарий 2 недели назад, мне кто-то написал, что «О боже, у вас столько украшений Старкульт, как они вам? Расскажите про них». И в Телеграме мне постоянно пишут. Кстати, если вы не подписаны на Телеграм, я вам очень сильно советую и прошу, честно говоря, потому что все новое, все, что выходит, коллаборации, бренды, все мои мысли, мои outlooки и все прочее, я все выкладываю в свой телеграм-канал, и там вас сейчас не очень много, что позволяет, конечно, мне быть с вами 24/7, общаться, но я хочу, чтобы стало чуть-чуть там побольше, поэтому подписывайтесь. И, конечно же, обязательно подписывайтесь на мой
YouTube-канал, где вы сейчас, собственно, меня смотрите, чтобы не пропустить следующее видео, потому что я вот так чередую косметику, украшения, я все это люблю. Вот, поэтому все, что мне интересно, я буду вам рассказывать. Надеюсь, что мы встретим друг друга, единомышленники, и будем вместе кайфовать и от косметики, и от украшений, и от вообще всего, что происходит с нами. Давайте пойдем дальше. И дальше я хочу вам рассказать... Давайте немножко отдохнем от камушков, мы потом к ним тоже перейдем, и я расскажу вам про прекрасный бренд Sempre Si. Давайте так. Надеюсь, я правильно сказала. Да, Sempre Si. Всегда, да. Я не знаю итальянский. У меня вечно проблема, когда я записываю видео, я всегда думаю, что, о, черт, сейчас будет что-то ужасное. И кто-нибудь мне напишет, что, Дашечка, можно было погуглить, как это произносится. В общем, поговорим об этом бренде. И на самом деле у меня все бренды сегодня просто какой-то невероятной душой, потому что я всеми ними очень сильно прониклась. И если мы говорим о Sempre Si, то здесь история, конечно же, это Италия, конечно же, это вкусно, красиво, и все прочее, но девушки-создательницы бренда пришла идея еще в Черногории, когда она отдыхала и увидела все эти популярные фенечки, бисеры, и подумала, я тоже так хочу, я тоже так могу. Вот. И, соответственно, с этого момента началась погоня за качественной фурнитурой, потому что найти фурнитуру, которая, да, прекрасно себя ведет, не знаю, не ржавеет в первый же день или не теряет свою позолоту, это, конечно же, сложно. И, соответственно, потом, когда девушка переехала в Италию, она так вдохновилась и подарила нам все эти прекрасные украшения. У меня их тоже много. Вот. Так как здесь украшения достаточно похожие, я решила все-таки вам все их показать в одном видео, потому что они друг друга дополняют, и я ношу их действительно прям такими сетами. Значит, по фурнитуре это серебро с позолотой, и я тоже как раз-таки заказала все это летом, я это летом носила, и в отпуск ездила с этими украшениями, очень красиво смотрится. И отлично себя ведет, все хорошо. Меня предупреждали, что, возможно, там, да, немножко будет тоже, ну, покрытие потеряет свой блеск, лоск, все прочее. Мы к этому всегда готовы, что бижутерия, но пока я не могу сказать что-то плохое, так, мы не снимаем. Не могу сказать что-то плохое, потому что у меня все пока хорошо с этими украшениями, поэтому я могу вам настоятельно советовать. Фурнитура 70% из Италии. Бисер, фурнитура, камни, здесь тоже самоцветы небольшие используются Сваровский, да, ну и, соответственно, это, например, лунный камень, для меня он тоже был открытием, потому что вот очень красиво. Давайте я покажу, я вам кучи показываю. Этот браслетик, это лунный камень и, соответственно, позолоченный бисер. Очень красивый, нежный, и, честно, я изначально сомневалась, потому что я как-то лунный камень, я не представляла, как он выглядит, я подумала, что он может быть очень мутный, очень какой-то бесхарактерный, но на деле он оказался очень-очень красивый. Насколько я понимаю, еще можно попросить сплести такой браслет, и в целом здесь вот есть, например, Starcult, это все-таки больше, кстати, там тоже есть персонализация, насколько я знаю, там могут под вас сделать длину вашего чокера или что-то еще, но вот если мы говорим, например, про вот конкретно этот бренд, то здесь все более... скажем так, под вас. Потому что, например, если мы говорим про браслет, то я измеряла свою руку, мне смотрели, да, как будет носиться, как будет выглядеть. То есть здесь все очень индивидуально с точки зрения изготовления, поэтому вы можете попросить буквально любую фурнитуру, любые камушки туда поставить в любом порядке. Если вы просто какое-то невероятное дизайнерское у вас мышление, можете сами, наверное, разработать какой-то браслет и попросить сплести. Главное, что качественная фурнитура хорошо носится и на славу сделана. Соответственно, у меня еще есть два браслета. Есть, кстати, еще один, я его оставила, потому что я посчитала, что он похожий, больше таким с камушком еще с одним. Я их тоже ношу вместе. Соответственно, они вот красиво друг друга дополняют, и мне так понравилось, как выглядит вот этот горчичный с зеленым, просто очень современно, и мне вообще нравится, как развилась тема фенечек, развилась тема бисера, да, что у нас бисер уже такой, вот, я бы не сказала, что это какое-то очень дешевое украшение, и оно не стоит 200 рублей, как бы, то, что очень все качественное, вот, но с точки зрения того, что как бы это с одной стороны что-то такое, да, бисерное, что-то девичье, простое, но с другой стороны выглядит очень статусно, как мне кажется. Это очень красиво выглядит на загорелой коже, это очень красиво выглядит на отдыхе. То есть я прям, честно, вот я ездила в Барселону с этими украшениями, и я поняла, что очень красиво, очень вовремя они мне попались, очень вовремя
Я про них узнала, и вот, соответственно, у меня еще есть два, ну, не колье, но ниточки бисерные, да, то есть здесь у нас вот такая, соответственно, история, это бисер и большой жемчуг, и мне как раз нравится, я сейчас ее надену, потому что я дальше вам покажу, собственно, почему я заинтересовалась этим брендом. Изначально я вот приобрела как раз вот это колье, по-моему, и, мне кажется, браслетик, что ли, один. В общем, я в 2 захода покупала, это я точно помню. Я покупала в 2 захода, и мне показалось, что мне обязательно нужно это колье, потому что оно очень красиво будет смотреться с моими серьгами, о которых я расскажу далее. А потом я не смогла остановиться. Вот, это колье тоже я уже, по-моему, вторым приобрела, потому что мне нравится, как они смотрятся в связке. И я, вот как уже сказала, я влюбилась в то, как смотрится золото, горчичный бисер и вот эти какие-то травяные бусинки, стеклянные, наверное, потому что очень-очень красивый оттенок. Там есть разные варианты, то есть действительно, я хотела, по-моему, как всегда, что-то розовое, наверное. Мне кажется, я всегда просто, если меня спросишь, что я хочу, это будет розовый цвет. И мне кажется, я тоже выбрала что-то такое не совсем хорошо, наверное, звучащее в этом дизайне. Вот, и мне девушка помогла подобрать, и просто я очень благодарна, как это все вышло. Да, у меня есть некая сложность с тем, как это надевается, хотя у меня не самые длинные ногти. И здесь удобная достаточно, удобный карабин. Но сейчас мы наденем, и я к вам вернусь. Чтобы вас не лишать этого прекрасного удовольствия, я надела не только колье, но и, соответственно, еще браслеты. Остался только вот этот браслет из прекрасного лунного камня, но я, честно, просто ношу его отдельно. Я решила, что 3 браслета, хотя там позиционирование того, что можно хоть 10, хоть 15 надеть, но я его обычно ношу отдельно, а здесь у меня часы, поэтому просто поверьте, что он очень красивый, очень многогранный, это кубы какой-то уникальной формы, красиво переливаются, а посидим мы с вами в этих браслетах, потому что они прям под комплектик, то есть вы видите, что вот этот браслет с такими же камнями, с такими же элементами, да, как и непосредственно вот это колье. Соответственно, это можно носить, это как трансформеры, да, можно носить и, например, мне нравится тоже, вот если мы вот это убираем, то мы оставляем вот эту и можем оставить какую-нибудь подвесочку, например, с камушком красивым, или если у вас сердечко есть, да, там от Тиффани и все прочее. Это все можно как хотите наслаивать, но даже вместе оно тоже смотрится очень красиво и, мне кажется, современно. И как раз-таки я вот увидела этот бренд, подумала, блин, мне нужно, чтобы это обязательно было в моей коллекции, чтобы красиво смотрелось с моими любимыми серьгами. И теперь я расскажу про них. Это бренд Копин. И эти серьги, на самом деле, то, что прославило в свое время бренд, когда они там появились в 2018 году, потому что после них, мне кажется, про этот бренд уже узнали многие. И звезды его носят, и селебрити, и инфлюенсеры, в общем, все-все-все. Давайте сначала мы поговорим про сам бренд и померяем. Хотя давайте сразу их наденем. Или нет? Или нет? Давайте поговорим сначала. Быстро расскажу вам про бренд в 3 словах. Копи — это подруга с французского, и когда прекрасная создательница думала над тем, чтобы создать свой бренд, когда она его разрабатывала, она как раз решила взять это прекрасное название, потому что в первую очередь она вдохновляется женщинами, всей этой силой, женственностью, всем этим прекрасным. И, с другой стороны, многие украшения, практически все, мне кажется, они названы именами любимых сердцу людьми. Это и сестры, это и близкие люди, да, девушки. И вот эти серьги, они тоже названы в честь старшей сестры-создательницы. И здесь как раз-таки есть сакральная мысль, что в честь каждой своей подруги Копин, создательница бренда, придумала какое-то украшение, которое наполнено невероятной любовью, теплотой и вот несет в себе ту силу и женственность. Мне кажется, вообще-то очень здорово, когда девушки создают что-то для девушек, а еще и вдохновляются девушками. У нас вообще все тут бренды, вот Starcool тоже, да, у нас все бренды сегодня очень самостоятельные, красивые. Вот, вообще одно удовольствие про это все рассказывать. И у меня вот были эти серьги, которые как раз прославили бренд, и я их присмотрела у своей подруги, моей коллеги по работе. Мне они просто безумно понравились, и я всегда на них смотрела, и я помню, что я их хотела очень долго. Мне кажется, 3 года или сколько-то там. Вот. И потом, соответственно, у меня появилась возможность их приобрести, и я ни на секунду не пожалела, потому что, казалось бы,
им уже сколько? 4 года, да, этим серьгам, когда их разработали, когда их придумали. И, соответственно, казалось бы, что да, уже немножко другие веяния, но нет, барочный жемчуг опять вернулся. И постоянно все тоже спрашивают. Я помню первый день, когда я их надела, у меня спросили, а что у вас за серьги? Такой камень красивый, такие они вообще красивые, такие они потрясающие. И мне постоянно, правда, делают комплименты в них. А мои подруги уже, наверное, вообще лет 5 говорят, какие они очаровательные, какие они красивые. Потому что они, правда, очень-очень женственные, и они хорошо смотрятся в романтических образах, да, и в каких-то более серьезных. Ну и теперь под все мое это жемчужное добро, просто они тоже прекрасно выглядят. Соответственно, серебряное украшение — это позолота, и она, кстати, очень хорошо, на удивление, держится, потому что позолота обычно очень быстро так это сходит на нет, хорошо себя ведет, потому что, видимо, не сильно как-то соприкасается с кожей, я не знаю, либо там у нас ушки не потеют, и действительно она как новая. И, конечно же, барочный красивый жемчуг, он везде абсолютно разный, то есть формы разные, все тоже индивидуально. Это ручная сборка, и все делается прям под вас. Так, соответственно, смотрим, примеряем. Так, у меня есть немножко бзик. Все правильно. Один жемчуг, он с такой пимпочкой, сейчас вам покажу. Вот с такой. И мне нравится, когда она вот на этом ухе. Потому что иначе как-то камень ложится менее привлекательно для меня. Вот, сейчас наденем. Да, прекрасно. Вот. Прекрасные серьги, очаровательные. Возможно, вам покажется, что вот это все немножко перебор, слишком я жемчужная королева, но мне кажется, что это и вместе красиво смотрится, и если вас смущает, мы можем убрать вообще, да, и тоже они очень-очень-очень красивые, они очень женственные, они очень нежные, и правда, практически все украшения, которые сегодня представлены, мне всегда спрашивают, что это. Вот, поэтому я решила с вами поделиться. Вот, это одни из моих любимых серег, и я их ношу всегда, когда у меня хорошее настроение, когда у меня плохое настроение, они придают, правда, какой-то внутренней силы, мне прям нравится. И мне кажется, они невероятно красиво смотрятся вот с моим цветотипом, с моим цветом волос, вот с этим балаяжем, милированием, потому что это золото очень красиво перекликается. Там еще есть такие же серьги, кстати, называется Маруся, в честь сестры. Серьги такие же есть в серебре, ну, соответственно, без позолоты, я имею в виду, в серебряном цвете, но я подумала, что золото как-то красиво, очень так статусно выглядит жемчугом, поэтому я остановилась на этом украшении. И я знаю, что у бренда, кстати, вышла новая коллекция, там вообще очень тоже такое интересное, с характером, мне нравится, тоже советую посмотреть, и, может быть, я тоже себе что-нибудь новенькое приобрету. И у нас остался последний бренд украшений, честно говоря, логичнее было бы его с первым брендом объединить, потому что это тоже камни, это тоже огранка, красивое сияние, но я подумала, что немножко передохнете и опять вернемся с вами на эту красивую сказочную волну бриллиантов. Я очень люблю вот всякие камни блестящие, это очень красиво. Хотя раньше я не очень любила, я раньше любила как-то скромнее. Вот, а сейчас лучше не заходите в мою комнату, где хранятся мои украшения. И, соответственно, следующий бренд, это бренд из Петербурга, это бренд Gia. И я прям вот сразу вам покажу просто вот все свое добро, которое у меня есть. Начала я знакомство вот с этого прекрасного кольца. Оно мне показалось очень стандартным, классическим и даже не стандартным, а скорее кольцо, которое подойдет под любой образ, которое подойдет под любые какие-то украшения, потому что это просто вот такая блестящая капля и еще 2 капли. Описание так себе, но я к тому, что оно просто очень красивое, и оно, правда, комплементарно смотрится с любыми вашими украшениями, оно не спорит, потому что если у вас много сложных украшений, то в любом случае иногда будет перебор, хотя они сами, да, для кого-то могут казаться такими большими, но я подумала, что вот это мне больше всего подойдет под мои образы, под мои украшения, которые у меня есть, и я не ошиблась, что оно просто очаровательное. И я сейчас понимаю, что оно, наверное, тут самое яркое, да, по сиянию, самое красивое. Это тоже очень красиво сияет, а здесь другая красота. Давайте по чуть-чуть пойдем и посмотрим. Вот это красивое колечко. Вот так оно выглядит. Я тоже очень часто бываю в видео с ним, и мне нравится, что действительно оно подходит под любой ваш образ. Будь у вас строгий, минималистичный образ, это кольцо вам его разбавит и сделает каким-то искрящимся. Здесь просто невероятная огранка. Давайте я немножко про сам бренд вам расскажу. Это бренд из Санкт-Петербурга. Камни у них из США, изготавливают из
из серебра 925 пробы, с фианитами, самоцветами, со всем этим невероятно красивым. Там сразу вам скажу, что не все размеры в наличии, поэтому, пожалуйста, пишите в директ, узнавайте, что есть, как. Там тоже прекрасные девушки работают, может быть, и мужчины, не знаю. Прекрасные сотрудники, которые помогают вам с выбором. Вы присылаете свои размеры. Кстати, сразу скажу, что у меня 17 размер вот этого пальчика, и 17 кольца, их мне отлично подходят. То есть они прям хорошо сидят, поэтому ваш комфортный размер называйте, вам пока что есть в наличии, и надеюсь, что ваше кольцо, самое любимое, окажется там в наличии. В бренде представлены в основном это кольца. Вот все-таки красивые, аккуратные, все вдохновлено классикой, стандартными формами, очарованием этой огранки кристалла, потому что там бриллиантовая огранка, потому что что-то похоже на Сваровский, да? Это звучит как-то чем-то попахивает. Вот, поэтому там все невероятно красиво. И, конечно же, камни все роскошно выглядят. Мне очень нравится это кольцо, оно просто, я не знаю, буду представлять, что это настоящий бриллиант, чтобы настроение себе поднять перед сном. И, соответственно, я сначала купила это кольцо, мне очень понравилось, как оно себя ведет. И на удивление, что я сейчас вам скажу, что, ребят, у меня кольцо Сваровски, сзади, я рассказывала в видео, оно все потрепалось, оно стало какое-то облезшее, коррозия и все прочее. И это кольцо дешевле в 5, 6, 7 раз, я не знаю, сильно дешевле. Потому что тогда я покупала кольцо Сваровски, оно само по себе дорогое, еще и тогда курс был ужасный. А у меня было настроение плохое, даже день рождения, я хотела себе подарок купить, и я вот купила его дорого достаточно. А это, да, мне кажется, вообще вот за эти кольца цена потрясающая, там 5-6 тысяч рублей, но посмотрите, насколько это красиво. И камни не теряют своей красоты, не теряют блеска, то есть все это вообще, вот полгода уже, я тоже носила его в жаркую погоду и вообще в любую, и здесь что, ну хотя здесь же серебро, а в Сваровске не серебро, да? Там же сплав какой-то ювелирный. Наверное, в этом и... Я не знаю, насколько здесь серебро, наверное, серебро, да, тут есть проба. Ну, в общем, наверное, я сейчас разгадала свою загадку, что там все-таки сплав, и он там стал не очень. А вот здесь кольцо, ну да, как бы оно немножко не потерлось, а меньше блеска стало, что оно бьется обо все, но при этом оно в потрясающем состоянии. Вот, и я после этого кольца решила, что я хочу себе еще 2 кольца. И купила еще 2, абсолютно недавно, кстати. Вот, уже купила правильный размер, потому что вообще у меня это 16,5, я его думала на это, а у меня оно велико, потому что у меня здесь явно не 16,5, и я вот его на этот палец кое-как натягиваю, но все равно не самый комфортный размер для меня. И я уже потом заказала хорошего размера, который мне отлично подходит. Это 17 размер, как я уже сказала, прекрасно себя ведет. И этот камень просто, посмотрите, какая невероятно красивая огранка. Здесь тоже что-то очень похожее на вот это, потому что, видите, они оба просто невероятно переливаются, невероятно смотрятся, и как-то в кадре красиво смотрятся, и как красиво на фотографиях смотрится, да, если вы любите такие украшения. Очень здорово. Я, честно говоря, почему изначально выбрала эту форму, потому что она более вытянутая, и я подумала, что будут более красиво пальцы смотреться. То есть, если, например, у вас пухленькие пальцы, или вы любите просто более вытянутые формы, то она вытянет вам еще, да, руку сделает такой изящной. А здесь, я когда выбирала, честно, я на него не обратила внимания. Я по другому вообще кольцу написала, тоже такой вытянутой формы, его не оказалось, и мне вот несколько раз сказали, посмотрите на него, посмотрите, оно такое очаровательное, такое красивое, и там такое сияние. Во-первых, что меня смутило, что, видите, оно квадратное, и я подумала, что пальцы будут как-то обрубать, и пальцы будут толстыми смотреться. Но в итоге, я не знаю, мне нравится. То есть оно идеально смотрится, очень красиво, ничего оно не портит руку, как я думала, выглядит просто идеально. Ну и, конечно же, эта огранка просто вообще моя любовь, потому что выглядит это все очень-очень красиво, и когда еще солнышко так все это сияет. Вот. Желтый цвет для меня тоже очень очевидный, я бы никогда, наверное, сама не обратила внимания на желтый камень, но смотрится очень красиво, потому что все-таки все равно это гармонирует, да, с подтоном кожи и выглядит идеально. И второе кольцо, которое мне у них тоже очень понравилось, это вот с таким самоцветом, оно уже не блестит, да, то есть тут другая огранка, скорее всего, тут огранки в целом нет, потому что оно такое, видите, мутное, но оно, мне кажется, очень летнее, то есть вот если вы летом, если вы в джинсах, если вы в каком-то, не знаю, топе джинсовом и всем прочем, то есть мне кажется, это очень красиво будет смотреться, потому что оно прям такое тоже очаровательное, но, конечно, это не про сияние, то есть тут немножко другое. Здесь что вам нравится, потому что вот оно, ну, выглядит тоже, мне кажется, идеально. Очень красиво. Я вот его еще пока мало носила, потому что как-то под зимний образ мне меньше вписывается, да, под зимнее, весеннее. Но, тем не менее, я вот планирую его активно летом поносить, потому что мне кажется, тоже оно очень красивое и очаровательное. А еще вот в этом кольце, по-моему, только вот в этом, сейчас я... Да, здесь так мило, здесь сердечки. Здесь типа камушки в виде формы сердца, а здесь капельки, а здесь какой-то треугольник. Вот, надеюсь, эта информация была вам очень полезна.
Ну что, дорогие друзья, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что оно было вам полезно, интересно, что вы открыли для себя новый шоурум украшений, что вы сейчас посмотрите, прикупите что-нибудь себе или близким людям, потому что, правда, вот за качество этих украшений я ручаюсь, за сервис я тоже ручаюсь, за клиент-ориентированность тоже, поэтому я надеюсь, что если вы все-таки решите что-нибудь у них приобрести, то у вас будет только самый-самый приятный экспириенс. Ну и, конечно, все эти украшения соответствуют трендам, о которых мы говорили с вами в прошлом видео, поэтому я думаю, что еще долго-долго вас будет радовать и каждый раз поднимать настроение. Будете обо мне вспоминать, если купите что-то похожее, как у меня. Вот, спасибо еще раз, что смотрели это видео до конца, нам пора прощаться. Пишите ваши комментарии, какие украшения вам понравились, что вам не понравилось, но лучше не надо. Вот, и увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч!